Всем салют, это второе видео из серии «Какие команды в первой половине сезона меня по-настоящему удивили». Здесь мы поговорим про Ванкувер Кеннекс. Первое видео было про Виннипег Джетс, про то, за счет чего они смогли зарекомендовать себя как претенденты на первую строчку западной конференции. Это видео вы сможете посмотреть по подсказке в правом верхнем углу, она сейчас у вас появилась на экране, или по ссылке в описании к этому ролику. Но мы вернемся к теме сегодняшнего видео. Эта команда представляет также западную конференцию. Я почитал много прогнозов от топовых зарубежных аналитиков. Все они сходились во мнении, что Ванкувер займет 7-ю, может быть 10-ю строчку, но точно не выше, и будет уже успехом попадания в плей-офф. Но я бы хотел сейчас взглянуть на их лица, когда я бы им показал турнирную таблицу, где Ванкувер идет на втором месте, сразу же за Виннипегом, про который я говорил как раз ранее. Давайте разбираться, с чем были связаны столь заниженные ожидания и за счет чего удалось показать великолепный результат в первой половине сезона. Вы на канале «Где моя клюшка, чувак», обязательно на него подписывайтесь, чтобы качественного контента на хоккейную тематику выходило больше. Также не забудьте поставить лайк на это видео, а мы начинаем. Предлагаю быстро вспомнить прошлый сезон. Ванкувер занял 11 место, хотя по весне они играли уже неплохо, но на плей-офф не претендовали. Была довольно веселая команда, которая забивает много голов, пропускает еще больше, но ей в каких-то моментах не хватало опытного лидера, строгой руки тренера, и проблем по составу было просто навалом. Летом Ванкувер ждала масштабная перестройка, от которой никто не знал, чего и ожидать. Для начала Ванкувер избавился от совсем уж ненужных игроков, я не буду перечислять их фамилии, вы видите их на своем экране. Да, не все они были уж совсем ненужными, например, Оливер Экман-Ларсон 100% бы помог в этом сезоне Ванкуверу. Он провел 2 крепких сезона в Ванкувере, а сейчас разрывает во Флориде. Боссы Ванкувера показали, что к Рику Токету у них тоже есть определенный кредит доверия, и дали провернуть множество подписаний. Они также сейчас на вашем экране. Поговорим о самых значимых. Вообще, летняя селекция Ванкувера — это затыкание самых слабых мест. Во-первых, совсем провисла вратарская позиция, и особенно место бэкапа, которое занимал Колин Делия. Его ужасные показатели сейчас на вашем экране. Это 20 игр, 88% отраженных бросков и больше 3 пропущенных шайб в среднем за матч. Тэтчер Демко проводил тоже достаточно слабый сезон, особенно в сравнении с прошлыми своими заслугами. Его статистика также на вашем экране: 32 игры, 90% сейвов, и так же как у Делия в среднем больше 3 шайб пропущено за один матч. Летом пришел не хватающий звезд, но стабильный Десмит и отлично вписался в игру. Статистика нынешней пары вратарей Ванкувера сейчас на вашем экране, она практически идентична. Первого номера можно отличить лишь по количеству игр. У Демка их 28, у Десмита лишь 12. В среднем парни отражают 91,5% бросков и пропускают 2,5 шайбы за матч. Хорошие показатели для все еще очень заряженной на атаку команды. Классно, что Демка выровнялся по статистике с собой же прошлым. Возможно, как раз из-за того, что он почувствовал настоящую конкуренцию в составе, поэтому стал играть более ответственно и стабильно. А я напоминаю вам про подписку на канал, лайк на этот видеоролик, чтобы я знал, что вам нравится такой контент и выпускал его чаще и качественнее. А мы продолжаем. Худшее меньшинство в лиге теперь должны исправить работящие Блюгер и Сутер, которые не раз выходили в четверках своих прошлых клубов. Это очень работящие парни, отличные центры для 3-4 звена или может даже 2. В этом сезоне они смотрятся просто отлично, набирают очки, а главное, неплохо смотрятся в том самом меньшинстве. Их показатель полезности в плюсе. У Блюгера это плюс 6, а у Сутера вообще плюс 12. Их статистика сейчас также на вашем экране. Плюс пришли 2 опытных защитника во вторую, третью пару, это Кол Лайон и Сауси Карсон. Они должны придать чуть-чуть солидности и тоже помочь в нейтрализации. Кол в свои 34 года успел поиграть чуть ли не везде. Очков он набирает немного, типичный домосед. Его статистика в текущем сезоне на вашем экране — это 39 игр, 7 очков, а показатель полезности плюс 6. Что там у Сауси? Он долго восстанавливался от травмы верхней части тела, вот только начал играть, за сезон он провел 14 матчей, набрал 6 очков, а показатель полезности также положительный, как и у всех, кстати, новичков. У Карсона он плюс 8. Однако всех этих игроков сложно назвать элитными. Работу Ванкувер провел по принципу цена-качество или дешево, но сердито, поэтому и ожидания перед сезоном были слегка заниженными.
Считалось, что повторение прошлогоднего результата, хотя бы теоретическая борьба за плей-офф, это будет удовлетворительный результат, а попадание в восьмерку сильнейших будет воспринято как нечто особенное. Вот одна статья со Спортса перед началом сезона, ее писал один довольно известный аналитик, это Константин Булеев. У Монреаля Канадиенс и Ванкувер Кеннекс масса проблем. Чем больше и дольше ожидания болельщиков, тем более слабый результат демонстрируют их любимцы. Что изменилось уже по ходу этого сезона? Раньше в пару к Хьюзу ставили типичного домоседа, что было объяснимо с точки зрения хоккейной логики. Забеги Куина страховали поочередно Крис Танев, Трэвис Хэминок и Люк Шен. Эффективность этих пар разнилась. Однако сейчас вместе с американцем играет Филипп Гронак. Нельзя сказать, что чех в Детройте зарекомендовал себя чистым полузащитником, но ошибки в обороне у него явно были. Внезапно два склонных к атаке защитника дали гигантский оборонительный плюс. Еще в начале сезона один крупный портал подсчитал, что когда Куин и Филипп были вместе на площадке, они забросили 14 шайб, а пропустили лишь трижды. К сожалению, обновленной вот этой статистики я не нашел. Эта парочка прямо сейчас идет в топ-5 по плюс-минус. Хьюз находится на первом месте с показателем плюс 26, а Гронак делит третью строчку, у него плюс 24. Удивительно, но Хьюз и Петерсон стали выходить в одной пятерке куда меньше, чем в прошлые сезоны. Теперь лидер обороны Ванкувера выходит чаще со звеном, где в центре играет Джей Ти Миллер. Конечно же, как говорит Токет, эту идею он подсмотрел в Питтсбурге. Звено Петерсона, которое больше владеет шайбой, снижает нагрузку на вторую пару защитников. В этом сезоне вообще все лидеры показывают свой настоящий уровень, выступают либо на показателях прошлого сезона, либо даже лучше. Джей Ти Миллер вообще идет по графику 100 плюс очков за одну только регулярку. Такого никогда раньше с ним не случалось, хотя в прошлом сезоне он был к этому близок, он набрал 99 очков. Брок Боссер выдает свой лучший сезон в карьере. Все летние усиления сработали, вратарская бригада заиграла новыми красками, а Петерсон играет так, как от него ждут и болельщики, и тренер. Наши ребята также держат марку. Это Андрей Кузьменко и Илья Михеев. Они набирают более-менее очков, там больше половины очка за матч у них в среднем. Хотя хотелось бы, конечно, большего от ребят, особенно от первого. Про Никиту Задорова пока рано что-то говорить, он совсем недавно в команде, плюс получил травму. Но что можно сказать точно, это в силовой игре Ванкувер 100% прибавит, количество хитов увеличится. Ванкувер меня очень радует, честно, в последнее время бантрит и в какой-то мере даже мотивирует. И даже если Кеннекс сильно затормозят в ближайшее время, то можно сказать, что они все равно играют лучше, чем их собственная фанбаза могла даже представить. Единственное, в чем можно упрекнуть команду, это в том, что они перебирают по забитым голам, то есть процент реализации очень высокий. А мне остается пожелать только удачи фанатам Ванкувера, будем вместе с вами держать за них кулачки, ведь Кубок Стэнли над своей головой ребята не поднимали ни разу. Последний их финал был в 2011 году, тогда они проиграли его Бостону со счетом 4-3. Всем спасибо за просмотр этого ролика, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Всем больше хоккея!